Всем привет, с вами Вирджил и Димаус. И сегодня мы посмотрим на 7 самых тяжелых DOS игр. Для многих DOS игры это небольшие программы с дисков типа 150 игр для слабых ПК, которые можно было запустить не думая о тормозах. Эпоха DOS подошла к концу в середине 90-х с приходом Windows 95-98, DirectX и интернета. DOS'ом продолжали пользоваться для работы и каких-то повседневных задач, но все реже для игр, потому что большинство разработчиков перестали его поддерживать где-то с 97 года. Исключение составляли лишь отдельные требовательные игры, которые продолжали выходить и после появления Windows 95. Возможно, их авторы не хотели или не могли сделать порты этих игр для Windows, или посчитали, что и так довольно высокие требования к железу возрастут еще на пару ступеней. Среди них были те, кто мог задать жару тогдашним ПК. Dark Light Conflict. Под таким названием скрывается космический сим с упором на экшен, и делали его не кто-нибудь, а фирма Rage, которая в 90-е и начале нулевых делали не всегда хорошие, но часто очень технологичные продукты, и Dark Light один из них. Движок игры не требовал отдельной карты и показывал эффекты освещения, которые обычно ассоциировались только с ускорителями. В Dark Light также использовался широкий экран для более кинематографичного эффекта и большего угла обзора. В итоге она стала одной из последних крупных DOS проектов. Хотя также были и версии для тогдашних приставок. Еще одной технологичной игрой стала Elder Scrolls Redguard. Странная штука, игра и программа настройки запускаются под Windows, но сама игра работает только под DOS. То есть ее нельзя нормально установить без Windows и нельзя поиграть без DOS. Вот уж явление действительно переходного периода, которое нормально заработает только на Windows 95 или 98. Что до самой игры, это условный Morrowind 0.5, то есть здесь все еще довольно лысо и ободрано, но уже угадывается стиль из будущего хита от Bethesda и в архитектуре, и в дизайне мира. Это больше адвенчура с экшеном и эксплорейшеном, чем традиционная часть The Elder Scrolls. Требования на тот момент были довольно высокими, если вы хотели играть в хорошем разрешении, то и вовсе заоблачными. Extreme Assault. Игры про вертолеты в 90-е явно любили авторы трехмерных движков, чтобы показать свое мастерство, и Extreme Assault от Blue Byte не исключение. В отличие от серии Comanche, здесь честная 3D, кислотная картинка, куча взрывов, объектов и спецэффектов. Это не симулятор, а аркада, которая куда ближе к 3D-экшенам. Но Extreme Assault использует свою трехмерность и чтобы создавать более интересные уровни. Это не только холмы с долинами, но и замкнутые пространства, городская застройка, где игра становится более похожей на Descent или Forsaken. Следующая технологичная игра в нашем списке называется Redneck Rampage. Это игра на движке Build, фактически даже не игровой движок, а целый жанр. Игры на нем хоть и различаются темами и авторами, но практически все похожи хорошим дизайном карт, юмором и, конечно, жестким экшеном. Если Duke Nukem не особенно кусался в плане железа, то вот поздние проекты, а игра Redneck Rampage вышла в 1997 году, могли потребовать серьезной начинки для компьютера, особенно если вы хотели играть в разрешении повыше. Redneck Rampage использовал свой стиль – американских деревенщин, их пикапы, шары для боулинга, инопланетян, похищающих сход и прочий фольклор сельского юга США. В этой игре более серьезная архитектура, чем в более ранних. Можно встретить небольшие деревеньки или городские кварталы, и игра уже рассчитана минимально на SVGA разрешение. И это, конечно же, сказалось на ее требованиях. Descent to Under Mountain. Все давно хотели настоящую трехмерную ролевую игру, и чтобы мир был прямо как в шутере, а не ходьба по клеточкам, как в шахматах. Такой игрой стал спуск в Under Mountain, подземное пространство в мире Faerun во вселенной D&D, где ходят темные эльфы, ползают злобные пауки и прочая зараза. И это весьма впечатляющий экшен-РПГ с полностью полигональным миром на переработанном движке шутера Descent. Мир был мрачным, трехмерным и чем-то напоминал о Quake. Только здесь также была и популярная ролевая система. Системные требования поражали, но многих также поразила и сырость релиза, и море багов. Кстати, одним из дизайнеров Descent to Under Mountain был небезызвестный Крис Авелона. Jet Fighter Full Burn. Эпоха мультимедиа коснулась не только квестов и обучающих игр. Jet Fighter Full Burn – симулятор современной боевой авиации с кучей видеовставок, через который подается сюжет. Речь в нем идет о гипотетическом конфликте между НАТО и Россией в Баренцевом море. Игра явно пытается брать идеи из Wing Commander. Даже меню здесь сделаны в виде панорамных локаций, где можно вертеть головой и перемещаться между экранами от первого лица. Сама игра показывает неплохую графику, пусть и доставшуюся ей от прошлой, третьей части,
Видимо, потому что она также работала только под DOS. The Varginha Incident. Бразилия больше известна как страна с неадекватными ценами на игры, а также небывалой популярностью приставок от Sega, для которой там даже выходили местные эксклюзивы. Но также там сделали и свои игры, и одной из них был Варгинский инцидент. Трехмерный шутер, написанный правильно под DOS. Дело происходит в местечке, где было замечено падение летающей тарелки, и военные спешат захватить летательный аппарат и его пилотов, которые совершенно случайно серые, лысые и небольшого роста. И это местечко оказывается на территории вашей фермы, а вы невольным свидетелем событий, и вас тоже хотят убрать. Игра не блещет графикой и артом, все дает какой-то серостью и плохой цифровкой, хотя здесь есть интересные сцены, как, например, уровень в городе, где ездят машины и ходят люди. Кто бы мог подумать, что Varginha Incident издавалась у нас официально компанией Media Service 2000. Да, ну что мы имеем в результате? Понятно, что если задрать многие настройки на максимум, то системные требования вырастут, а учитывая не самую лучшую оптимизацию ранних 3D-движков, это могло привести к плохим скоростям даже на хороших ПК. Некоторые игры требовали действительно Next Generation процессора для плавной работы. Ну, а мы в нашем списке посмотрели именно на официальные рекомендуемые требования. То, что доктор прописал. Да, например, известный факт, что такая игра, как System Shock, которая вышла еще в 1994 году, работала в разрешении 640 на 480 так медленно, что разработчики решили не включать более высокие разрешения вместе с игрой, потому что на тех компьютерах, которые были в то время, они просто бы не могли обеспечить высокую производительность. Так что если в году 98 у вас был компьютер, и вы почему-то не хотели ставить туда Windows, то могли показать своим друзьям вот эти игры, и они остались бы в восторге. Ну, хотя бы от некоторых из них. Но с вами были Virgil и Демаус. Это был наш топ тяжелых DOS игр. Увидимся с вами в следующий раз.